Our first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap. I'm loving your vibe, always have your back. Друзья, всем привет, это Александр и Большая Камбоджа. И сегодня у нас будет очень интересный выпуск, опять о недвижимости. Сегодня я вам расскажу, еще вам расскажет Петр, о новом, хорошем, интересном комплексе, в котором можно купить уже готовые квартиры и можно также вложиться в новостройки. Так, вот Петр, приветствую всех тоже. Здравствуйте. Итак, мы, значит, находимся около РФ. Да. Вот, если вы возьмете вот название RNF City, это проект, который предоставляет на сегодняшний день очень интересные апартаменты для жизни именно. Также интересны для инвестиций, но больше я считаю, что это для жизни. Я, по крайней мере, занимаюсь продажей для тех людей, кто хочет переехать в Камбоджу с семьями, либо переехать сюда и жить здесь. Почему? Потому что проект предоставляет огромный выбор amenities на английском, как... Ну, короче, очень хороших условий, потому что... Да, здесь бассейн, здесь получается... Ну, пойдем посмотрим. Да, давайте посмотрим. Пойдем вовнутрь. Это главный вход, получается, проекта. Вот проект, как вы видите, здесь очень много зданий. Проект состоит из 19-20 зданий на сегодняшний день. И у них еще будет вторая часть проекта строиться. Ну, сейчас посмотрим в шоуруме. Да. Так, здесь у них входная группа в их офис продаж, да? Один из главных входов. Также входы есть в каждое здание. И каждому зданию есть отдельная парковка, куда вы можете подъехать, заехать, проехать на парковку, оставить автомобиль и на лифте подняться к себе в апартамент. Мы сейчас посмотрим. Да. Самый большой плюс этого комплекса то, что он уже как бы практически часть его готова, правильно? Готово, уже как бы много лет назад как готово. Потому что они строили частями, соответственно, из 20 вышек уже они со временем строили и запускали. Вот, вы увидите на видео, там есть вышки, которые еще не достроены. Так, вот это проект. Вот, это сам проект. Получается, проект находится на 7,7 гектаров земли. Это огромная территория, как видите. Из 20 вышек есть два типа А и Б. Вот, между ними находится огромный бассейн, олимпийский, или как мы пройдем, вы увидите. Вот сейчас посмотрим про бассейн, я все хорошо знаю. Мы прошли, да, мы вот зашли вот отсюда, получается, как вы видите, вся территория на 2-3 этажа над уровнем земли. Получается, потому что под ним, под всем проектом находится огромная парковка. А парковка здесь получается 80% от всех апартаментов. То есть получается в среднем где-то 4000, так как всего апартаментов здесь 5000. Вот, то есть огромный комплекс, который предоставляет вам хорошие, получается, условия для проживания, уже запущен, то есть вам не нужно ни о чем переживать. Есть теннисные корты, баскетбольные, волейбольные, детские. Но мы сейчас это заснимем. Да, мы пройдем. Да. Вот где мы находимся, если вы меня видите, я не знаю, вот здесь, получается, находится один из самых больших торговых центров на сегодняшний день, который открылся Chipmunk Mega Mall. Я не знаю, если вы смотрели видео про это. Я не про Chipmunk делал, ну хотя здесь рядом еще и ОН-3. Нет, здесь хорошее месторасположение, потому что здесь вот и аэропорт будет рядом новый, и все остальное. Да, вот здесь вот карта, например, можно по карте понять очень легко. Здесь, получается, у нас Пасак Ривер. Проект находится, как видите, вот здесь вот, прям посередине. Он находится между двух дорог, это Манивонг и Народом бульваром, и также переходящий в Хунсен бульвар. Очень на сегодняшний день бурно развивающаяся часть города. Да, здесь очень бурно развивающаяся. На самом деле, есть очень интересная часть проекта, это называется Миро, RNF Миро. Как видите, весь этот проект это резиденции в основном, где люди живут и они предоставляют очень комфортные условия для жизни. Что касается Миро, он немного не похож на остальные здания, как видите, это больше такого типа отель. Все здание состоит только из студий, которые будут как сервис-апартмент, они будут предоставлять менеджмент для этих апартаментов, и он будет больше как
отельный вариант, что очень интересно для инвестиций, для покупки и сдачи в аренде. Так как проект запускается в этом году в августе, вот, я уже изучал рынок вокруг, здесь в принципе отелей нет. Отелей нет, единственный отель это Sun and Moon, и ночь там стоит $75-80. Соответственно, мы делали подсчеты, в среднем здесь цена этого проекта получается $60 000 за студию. Вы можете внести 30% сейчас и 20% при получении, когда будет передача апартамента вам. Соответственно, это в среднем это 50% вы заплатите, остальные 50 или 60% вы можете разбить на 3 года беспроцентной рассрочки. И это выходит в среднем $450 где-то. Если вы будете сдавать свой номер по $30-40, ежемесячно доход $800-800, соответственно, минус управленческие взносы и тому подобное, у вас где-то еще будет $200 оставаться в кармане, помимо того, что проект будет платить сам себя. Вот. Небольшая информация о здании Мира, о которой я вам говорил, которое будет состоять только из студий отельного типа. Как вы видите, здесь можно увидеть интерьер, и дальше мы увидим в шоуруме, как они будут выглядеть. Здесь будет огромный Infinity Sky бассейн. Здесь будет также умный дом, небольшой холл для бизнес-людей, которые могут встречаться там. Вот здесь будет Sky-бар с шикарнейшим видом на весь город и на реки Меконг, Антон-Леса. Так, вот студии, да? Да, это вот студии вот этого вот Мира проекта, которые отельного типа. На сегодняшний день они продают полностью оборудованные, мебелированные апартаменты, как вы видите в шоуруме. Вот они небольшие, но очень комфортные, на самом деле как-то полторушка, либо однушка, если вы дополнительно установите здесь какую-нибудь дверь раскладную, разводную, то есть полноценная однушка. 38 квадратных метров. А у них как оборудовано? Вот они сдают так, как есть, все? Или... Оно будет оборудовано, полностью мебелировано, но не факт, что это будет мебелировано именно так, как вы видите на видео. То есть у них будут, возможно, какие-то различные пакеты с разными ценами. Ага, но это нужно будет обсуждать. Кому, кстати, Да. будет это интересно, друзья, вы должны будете обязательно написать. Так, здесь такой будет небольшой балкончик, и тут будет стоять такая вот стиральная машина. Вот так как умный дом, то есть вся техника это Xiaomi. Вы знаете Xiaomi, как телевизор здесь. Получается, мы поднялись вот на 2-3 уровень. Основной уровень, где получается сад, как видите, очень зелено, все аккуратно. You can tell maybe something, I don't know. Вот. Here is called the first floor of unit. Да, здесь Yeah. получается вот первый этаж начинается здесь по факту. Вот, это не там внизу, а вот здесь. Есть такие варианты, где вы можете иметь балкон прямо с выходом сюда. Кто боится высоты, кто хочет вид на, я не знаю, сад, почему нет, да? Ну да, тут красиво. А если вот пройдем сюда, Yeah. Здесь- There's the place for do the some party. если у вас вечеринка, либо у вас день рождения, либо там еще какое-то важное событие, здесь есть специальное здание, где вы можете устраивать такие вечеринки. Вы его арендовываете, получается, и можете заниматься здесь со своими друзьями барбекю. Вот здесь у нас терраса небольшая. Ага. Так, вот получается, это первый прям этаж. Да. Просто вот для сравнения, вот если посмотреть, это вот на уровне, наверное, этажа 3-го, вот потому что дорога там-то внизу. Да, да. Все это часть под землей, под нами это парковка. Это 3-4 этажа парковки получается. Так, вот там как раз Чипмонг, большой торговый центр. Да, один из самых больших, самый мой любимый на самом деле. Мне на самом деле нравится, другие не похожи на этот. Этот более такой европейский. И вот у них следующая очередь, они планируют через дорогу ее строить, я так понял. Не через дорогу, а вот с этой стороны. получается. наискосок туда, да? С этой стороны получается. И он, да. будет соединяться мостом с этим комплексом. Да, он будет соединяться мостом. Как видите, здесь у нас барбекю. Видите, вся территория достаточно ухоженная. Проекту уже 3-4 года, как вот эта часть запустилась.
Здесь можно барбекю устраивать, с друзьями сидеть. Так, а вот это здание, да, это вот Вот это вот Мира. Мира, да? Мира, да, вот это вот отельное здание. Прям как у меня дочь Где зовут будут- Мира тоже. Правда. Совпадение. Совпадение, да. Может, вы подарки сделать? Но я, кстати, подумаю, кстати, очень интересный вариант. Да. Он будет готов в августе. Да, он в августе будет сдаваться уже. Тоже, все люди, кто будут проживать там, могут пользоваться территорией, в основном спортзалом. Этой частью, конечно же, вряд ли можно будет, так как это больше для резидентов. Как видите, да, здесь небольшой сад у нас с этой стороны. Это только часть, мы сейчас пройдем между зданиями, там откроется еще теннисный корт. Да, свимминг-пул, плиз. Вот это проход в бассейн с этой стороны, там еще с другой стороны проход. Видите, очень красиво все. Building, in the middle building we have corner. А, вот здесь-то получается как... Это середина, получается, проекта. Здесь кафе небольшое, то есть очень такая интересная теневая зона. Прям интересно, прям Да. дерево так красиво, очень оригинально. Пройдем сюда. А, мы через мужские Да, здесь раздевалочки. мы пройдем через мужские раздевалки, все красиво, с ключиками, душевые, туалет, все как надо. И все это так называемая common зона, где вы можете, каждый может пользоваться. Здесь они запускают воду с хлоркой. Ну да, правильно, чтобы это... Вот сам бассейн очень большой. А это один бассейн здесь или там еще какой-то был? Здесь один, и там детский еще бассейн на той стороне. Там подали. Красиво. Очень красиво, очень много зелени, деревьев, цветов. А, значит, смотри, вот это я смотрю, это очередь А, да? Это Вот очередь она уже А, да. практически построена вся. А построено все, да. А Б они будут строить вот здесь вот. Да, абсолютно верно. Вот уже там здания, видите, некоторые части, да. Ага. Вот там еще вот эта вот часть Б. Ну, какой вообще плюс такой? Потому что такая хорошая территория. Очень... Плюс тем хорош для людей, которые хотят сюда переехать жить, либо здесь жить, в принципе, пары, либо просто с детьми. Вы должны понимать, что вы получаете это все абсолютно бесплатно. Вы приобретаете кондоминиум, вы проживаете, а все эта часть входит в менеджмент фи, управленческие взносы, которые здесь не дороже, чем обычный другой какой-то проект. Вот. Вам не нужно переживать за бассейн, вам не нужно переживать за цветы, за сад. Да, здесь вот детский получается бассейн, вот такой вот небольшой, со ступенечками, он переходящий вот сюда. Детский бассейн, И да. там уже уходит большой, да. Подумайте. Вы можете также устраивать вечеринки здесь на бассейне по вечерам, так как там после 8-9 там, или 10 уже плавать нельзя, соответственно, можно устроить какую-то вечеринку здесь. Как видите, очень много зелени, здесь бассейн. С той стороны, если посмотреть вот в ту сторону, в обратную сторону, вот там вот красная дорожка, это специально профессиональная беговая дорожка, она получается, протягивается вдоль всего проекта. Сейчас мы будем гулять с вами, вы увидите, она будет идти вдоль всех зданий. То есть здесь еще и для людей, которые занимаются спортом, очень хорошо. Супер, супер. Да. Окей, как здесь вы видите, вот мы сейчас пройдем к апартаментам, к резиденциям, где нам покажут односпальные, двухспальные апартаменты. Как вы видите, вся территория это не только где зона для отдыха, она красивая. Если вы посмотрите между зданиями, очень красиво, очень зелено. Такого проекта, в принципе, на сегодняшний день в Камбодже нету. Это единственный такой проект, который предоставляет комфорт для проживания людей. То есть здесь сделано все для людей. Китайская компания из Гуанчжоу. Я вот, кстати, в Гуанчжоу сколько жил, вот там такие комплексы есть. Я жил в комплексе наподобие. Да, вот посмотрите, здесь получается беговая дорожка и по вечерам подсветка, которая подсвещает всю эту дорожку. Очень красиво на самом деле. Вот. Там также, как вы видите, да, вот там вот сидят, то есть дети с детьми, с колясками, мамы, небольшие тренажеры. Да, отличная территория. Все это вечером, очень ночью красивая подсветка. Здесь у нас получается теннисный корт, который я все никак не воспользуюсь им. Вот здесь можно играть. Соответственно, если у вас собака, либо, то есть очень комфортно. Как вы видите, очень заботится о безопасности
пожарные, все это. Пожарные здесь стоит. гидранты, ну все правильно, да. Подсветки везде деревьев, ночью очень красиво. Может, мы ночью как-то пройдем сюда, либо можете прийти заснять. Может быть, теннис поиграем вечером как-то и заснимем. Ну да. Видите, на самом деле здания находятся не так уж и близко друг к другу, то есть очень комфортно. Они не перекрывают друг друга. Они вообще не перекрывают, и за счет того, что внизу очень красивый сад, это очень приятно глазу, и даже несмотря что на другую Так, а сторону. какая этажность? О. Элис, how many floors here? 33 floor for condo stay. 36 этажей получается. А Так. вот здесь такая детская комната, где вы можете оставить ребенка, у них есть воспитателя, которые могут заниматься детьми, они здесь отдыхают, играют, если вы работаете там или ушли куда-нибудь, вам срочно. А в каждом... For the building that we are living, is a more separate building. Like you can come and then. Здесь, как видите, need каждый... need to have card for entry. Каждое здание имеет отдельный вход, и у отдельного входа каждый резидент должен иметь карту, чтобы открыть эту дверь, так как там стоит компьютер, и дверь просто так не откроется, если у вас нет чипа. And when we here we also think about the. Да, вот они заботятся тоже о инвалидах. Ну и с колясками легко Да, спускаться. с колисками, с колясками. We can have card here and then. Да, здесь also небольшие, the получается, policy. правила. Только вход для резидентов, будьте потише. После своих питомцев убирайте. Здесь, если пожар, не используйте лифт. Ну, понятно. Держите дверь закрытой. То есть небольшие такие правила, которые создают более комфортную жизнь. Здесь очень интересно, если вы увидите, это почтовые ящики. Такого ни в одном проекте в Камбодже нету. Ну Что да. очень удобно, потому что вот у нее чип. Как вы видите, она чипом открывает дверь. Это такой подъезд. Да, это такой вот подъезд. Красивый, с такой красивой люстрой. For the building have the lobby like this. Каждое здание имеет лобби такое небольшое, как вот это вот. And one building has 3 elevator, have 2 stair, and have 8 units. 8 3 units. elevator. Yeah. Окей, то есть получается каждое здание имеет по 3 лифта и 2 лестницы, пожарные лестницы. And have 8 units only. 8 unit on the floor. Very На каждом этаже по 8 получается квартир. В общем, то есть немного. Немного. Достаточно комфортно. It's more privacy. And then, Это больше приватности, как And then when you come, you just come to the left or the right or in front. You go to Да, вот the вы right видите, to the это lobby. направо, налево, Yeah. и здесь уже Вот апартаменты. так вот, значит, это значит, у нас шоурумы пошли. Да, это шоурум. Так. Здесь у нас получается односпальный апартамент, 54 квадратных метра. Вот, как видите, просторная гостиная. На самом деле для Камбоджи 54 квадратных метра односпальный апартамент это хороший размер. Вот, получается кухонка такая небольшая. Есть различные варианты. Так, ага. Вот, я так. думаю, вы просто здесь, наверное, как-то. Вот. Здесь кухня. Вы снимаете? Да, значит. Здесь кухня такая вот небольшая, ванная, туалет, вы можете пройти посмотреть. Ванная, туалет, да, вот здесь душевая. Все достаточно очень аккуратно сделано, застройщик на самом деле строит очень хорошо. Вот. Здесь спальная такая небольшая. Есть спальные с балконом, есть спальные без балкона. Опять же, в зависимости, с какой стороны находится, получается, этот апартамент, с юга либо с севера. Вот небольшой шкаф, видите, здесь такие вот, получается, потолки. Так они как сдают? Они сдают с мебелью? или Они нет? сдают, получается, апартаменты сами, они сдают с мебелью, но не такая. Сейчас мы пройдем в другой апартамент, вы увидите, какая мебель будет. Уже получается, тогда клиенту ничего не нужно покупать? По факту, да. По факту, вот такой балкончик, да? Вот здесь. Этот 54. Так, а этот вот сколько стоит? Этот стоит там 80-90 тысяч долларов в среднем. Ага. Ну это нужно смотреть в зависимости Это от этажности. этажа, в зависимости от вида, в зависимости от расположения. Вот. Так, 78 квадратов, Да, да? здесь у нас 78 квадратных метров, это двухспальный апартамент получается. Здесь вот прихожая такая небольшая. Также опять гостиная уже с просторным балконом. Балконы здесь на самом деле очень такие широкие балконы. То есть вы можете и стол установить, и там
поужинать, позавтракать, то есть пообедать прямо на балконе. А если брать апартамент повыше, соответственно, там будет бриз, который, то есть ветер, свежесть, которая постоянно будет делать комфортное нахождение на балконе. Так, здесь такая кухня. Здесь у нас кухня такого вот закрытого типа, то есть вы закрываете дверь, вот, вы готовите все. Да? Здесь место просто приготовить. Да, вы просто закрываете дверь, там готовите, там есть окно, которое открывается тоже, чтобы запахи уходили, соответственно, запахи не будут приходить. Что очень удобно. Вот. Так, здесь у нас туалет. Здесь у нас, да, туалет. Это двухспальный апартамент с одним санузлом. Вот здесь такая небольшая спальня, но она больше такая детская спальня, я даже не знаю, детская, наверное. С таким очень красивым, интересным окном. Представьте, если вы там на 20-25 этаже, открывается очень красивый вид. Очень хорошее место для чтения книг, либо просто для работы. Вот. Так, и здесь вот такой вот шкафчик у них стоит, да? Да, как бы все компактно, все умещается, в принципе. Вот. Здесь основная, получается, спальня. Тоже, опять же, есть спальня с балконом, есть без балкона, это в зависимости от расположения. Так как шоурум находится здесь, вот, их у них нет. Так, ну что, идем смотреть И там двухспальный, и двухспальный. другой апартамент. А, так, Здесь дверь. значит, Здесь у нас 78 квадратных метров, тоже двухспальный, но уже, по-моему, с балконами. Да. Здесь другая планировка немножко, как видите, Ага, здесь здесь кухня заходишь уже с сразу в дверью. Она находится при входе с правой стороны. Вот здесь более просторная гостиная такая расположена. Вот, как видите, тоже с балконом, тоже просторный балкон. Что мне нравится в этом проекте, они кондиционеры, получается, прячут отдельно от балкона. Соответственно, балкон у нас ничем не загроможден, так скажем. Здесь у нас тоже находится ванная, туалет. И, да, стандартный санузел. да, и здесь уже тоже такая же комнатка небольшая, тоже с таким подоконником небольшим, уже поменьше, не так как угловой. Вот Так, здесь, здесь большая такая комната. И здесь уже здесь основная спальня, да. Так, ну что, идем. И там еще последний, по-моему, трехспальный апартамент. Он тоже с двумя балконами. Так, Здесь- 115 квадратных Да, метров. 115 квадратных метров. Это 3 спальни, 1 гостиная и 2 туалетных санузла здесь находятся у нас. Здесь вход, получается, здесь большая прихожая такая, которая принадлежит вам. А здесь такой небольшой, получается, огородик. Эти перила вы можете перенести сюда и создав такую еще больше территорию для себя и выращивать помидоры. Вот. Да, здесь опять же гостиная трехспального апартамента. Кухня у нас опять же отдельно находится. Так, сейчас Да. я кухню засниму. Вот, кухонька небольшая такая. Но это вот азиатские стили кухонь. Они, кстати, нужно понимать, что они всегда небольшие. Здесь только место, чтобы приготовить. потому Да, что- и что интересно, как бы у нас, у европейцев, больше у нас кухня находится в гостиной, что создает очень такой вот дискомфорт, запахи и все. А здесь кухня отдельно, дверь закрыл, готовишь и то есть без проблем. Так, большой балкон здесь, да? Да, здесь большой балкон у нас получается. Вот. И здесь у нас уже начинается спальня. Здесь мастер-бедрум, это спальня с санузлом. С отдельным. Да, вот трехспальный интересный такой вариант, мне кажется. Да, хороший. Он прям вот хороший. Такой большой. Он большой, и мне нравится, что вот ванная и туалет находятся в спальне. То есть это будет главное, это мужа и жены спальня, где у них отдельный санузел, а там уже дальше там детская, либо гостиная какая-то, например. Вот здесь, например, детская, да. Так, да. Такая небольшая детская. И здесь у нас получается вторая спальня, которая тоже рядом находится с санузлом, что очень удобно. Например, комната для гостей. Ну или для еще одного ребенка. если Ну, или детей- для ребенка, если да. детей много. Так, и санузел, да? Да, и санузел здесь тоже.
Туалет, душ. Ну, санузлы, как видите, они вообще стандартные все. Да. Так, вот здесь получается сколько санузлов? Два. Два да? санузла. Два санузла. Трехспальный, два санузла. Два санузла. Вот такой. Ну, подумайте, если вы не любите высокие этажи, вы вышли на балкон, просто наслаждаетесь. Да, если у тебя первый этаж, да. Да, первый этаж. Первый этаж, да, такой плюсы тоже есть, приличные. Да. Обходить не надо, можно прямо с балкона прыгать. Так, вот все, кстати, замки электронные. Да. Здесь просто электронные замки именно по карточкам. Ну да, по чипам, то есть эти чипы и на входе, и двери открывают. Да, очень удобно. Да? Да, лифты, не, Otis это хороший, это хороший бренд. Да не, очень качественно, прям. Так, большая парковка. Да, как вы видите, огромная парковка и очень такая, она как в торговых центрах, то есть абсолютно полностью здесь все отрегулировано, куда поворачивать, куда ехать, сколько мест занято, сколько не занято. Вот, как видите, очень много машин, то есть люди живут, как проект уже жилой, как девочка сказала, 60% уже заселено. Смотрите, автомобили. Свет, конечно, крутой у Rolls-Royce. Как детская игрушка. Так, она сказала, вот из того, что готово, продано уже 85%. 85%, да. И сколько платить, получается, вот эти коммунальные? $1.1 за квадратный метр. $1.10 за квадратный метр. Так, ну электричество отдельно. Отдельно, да, отдельно. Это все стандартное, как везде. То есть электричество 25 центов за киловатт, вода там 30 центов что-то за кубический метр. Так. Вот здесь у нас получается вот баскетбольная площадка, теннисные площадки, Ого, круто, волейбольные площадки. круто. Okay. Там также внутри есть yeah, we can show us, please. Там есть теннисные столы. Слушай, это прям как спортивный комплекс Ну, целый. да, Это спортивное прям сооружение. Да? Да. Очень круто. А это получается, ты должен как-то записываться или Да, как? ну здесь как бы абонементы берешь и, получается, пользуешься. Для жителей здесь, это только для жителей, в принципе. Вот здесь, получается, теннисные столы, пол, специальное покрытие, как говорится, мягкий тоже. Ага. Безопасное падение. Это круто. Do you need to pay something to play? Yeah. Okay. It's like management, like monthly. А how much need to pay? How much? Там есть прайс-лист. Так, вот, значит, прайс. Это в месяц, да, вот. А, ты можешь получать сколько Ты использовать. можешь отдельно, либо можешь брать абонемент. Окей, вот. Это комната Ой, гольфа. тут даже в гольф можно играть. Да, Ничего здесь себе. можно в гольф играть. То есть можете вот так вот арендовать с друзьями и гольф поиграть. Там экран включается. И вот здесь вот видите, круто. это огромный аппарат. Он электронный. Люд, это в Камбодже гольф. Да, Я смотрю, да. гольф тут вообще Здесь везде. много, да. Здесь, кстати, какие-то даже поля признаны, что-то очень хорошие награды получили в мире, поля, Да, которые есть да. здесь, Да. в Камбодже. А, живет здесь, да? Она Она- живет сама здесь, с двумя детьми или тремя. How many kids you have, Alice? How many kids? Kid, Mike. Uh-huh. I have one. One. Так, это спортзал, да? Да, это спортзал, как видите, полностью оборудованный. Здесь все тренажеры необходимые, штанги, всякие. Я не буду умничать. Не, ну спортзал как бы такой хороший. Но хорошие есть боксерские груши, велотренажеры, беговые тренажеры. Короче, все есть, да? Тяжелая атлетика. Тут все есть. Слушай, Тут все есть. обалдеть. Еще и бильярдные, да? Все Отлично. есть. Все, что вам нужно, и все чисто, аккуратно, все ухаживается, как вы видите. Это все не запущено, хотя это пользуются, постоянно люди пользуются этим. А бильярд можно просто бесплатно играть, да? Да, да. Просто приходите, играйте в бильярд.
А здесь еще одна комната, я даже не знаю, китайцы, наверное, это, если вы были в Китае. Это в карты играть, это китайские, Да. это картежные карты, это картежные комнаты. Она закрыта, я понял. Там, это китайские игры. Да, я не знаю, что это такое. Ну, вы, наверное, знаете. Ну да, я знаю, но никогда не играл в эту историю. Китайцы все время не играют. Две таких комнаты есть, да, тут? Да, здесь такие комнаты, я не знаю, что это. Молодцы, слушай, молодцы. Так, а здесь такой внутренний сад, такой внутренний дворик. Такой дворик. И очень красиво тоже. Дерево они тут высадили такое. Блин, вообще Да, терраса. супер. Вот можно попить. Друзья, всем спасибо за просмотр. Петр, тебе тоже спасибо. Спасибо большое вам. Обращайтесь к нам обязательно, обращайтесь, заходите на сайт Большая Камбоджа. Петр вам все расскажет, все подскажет. Да. С нами был проект РНФ. Вот. Если вам понравилось, у вас есть какие-то вопросы, обращайтесь к Александру, и мы постараемся ответить вам на них. Вот. Всего доброго. До свидания. Все, друзья, всем пока. Напишите свой комментарий, поставьте лайк. Недвижимость в Камбодже, есть очень хорошие варианты. Мы работаем над этим для инвестиций. Обращайтесь. Все, We всем пока. like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's facts. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I